Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Осенью 2020 года я переехал из большого города в маленькую деревню вместе со своей семьей, с женой и 7-месячным сыном. В предыдущем ролике, в предыдущей части, касающейся про сад, я показывал, знакомил вообще с садом, что я планировал делать и так далее. Ссылка будет сверху на тот ролик. Сегодня я продолжаю работать в саду. Вот мой друг Обруч со мной, весь трясется, холодно ему на улице сейчас, где-то минус 12 градусов. Но, в принципе, мне комфортно. Не знаю, собачка прям не переносит холода, к сожалению. Днем запираю его в гараже, в будке, будка в гараже, шубу ему постелил. Весь день он проводит там, а на ночь забираю домой. Вот. Давайте сейчас я покажу то, что я сделал, и то, что еще предстоит сделать. Так вот, начало моего, конец огорода и начало моего сада. Вот в каком состоянии, смотрим вдоль забора, в каком состоянии этот сад сейчас. Уже довольно-таки большую территорию освободил. Вот это две кучи веток, то, что я порезал. В принципе, я одну сжег уже. Мы смотрим. Так. Забор тут уже все прогнило, весь повалился, восстанавливать весной придется. Так, то, что видим, вот от входа до этой яблони я все практически прочистил, ничего не оставил. Вот это вот дерево большое, я не знаю, что это, как бы оно растет, можно сказать, практически вдоль забора, по забору. И те ветки, которые будут на мой участок заходить, я их повыпиливаю, а то, что за пределы моего участка, пусть будут. Вот это вот сливу пока оставил, там дальше посмотрим, что будет. Ну вот, вдоль забора от этой яблони по входу я все освободил. Теперь видно то, что за забором. Раньше не видно было. Что-то, какие-то деревья я поспиливал вообще. В основном ветки сверху убирал, чтобы по голове не чиркали, не мешали. Там весной посмотрим. Если деревья какие-то плоды приносят, то их оставлю. Если нет, либо удалю их с участка, либо оставлю на следующий год посмотреть. Потому что деревья бывает, что отдыхают. Еще все вот эти вот худенькие, тоненькие деревья, скорее всего, тоже попилю. Типа такого. Веток на нем все равно мало. Не думаю, то, что он нужен. Пока оставлю, посмотрим. Вот вчера я убирал вот этот вот куст, не знаю, то ли смородина, то ли крыжовник, не разбираюсь. Кто разбирается, подскажите. Но с этого куста вот сколько веток я поубирал. Эти ветки все мертвые, сухие абсолютно. Вот похоже то, что еще кустик. И так, что я еще сделал? Вот тут вот немножко повыпиливал, тоже жду вашего совета, кто разбирается. Можно ли оставлять деревья вот так вот, по 3 штучки, по 3, по 4 штучки рядышком? Не будут ли они мешать друг другу? И если выпиливать, то, если мешают и один из них оставлять, то по какому принципу их отбирать? Эти тоже немножко освободил.
Ну, осталось вот это вот слива. Видно то, что еще плоды остались, то, что это дерево плодоносит, но оно тоже вдоль забора. По забору растет, даже сквозь забор. Вон видно то, что дерево старое, не знаю, оставлять его, не оставлять, в принципе. Вот эти вот то, что за моим забором, в принципе, я их тоже буду прореживать, убирать, потому что такие заросли оставлять ни к чему. Тут репейник в человеческий рост. Вон какие заросли. Это я как только попилю вот эти вот мелкие отросшие деревья, как только освобожу пространство для работы, начну выпиливать. Собака никак не угомонится. Залазит мне на валенки, греет лапы. Итак, пойду покажу сейчас, какая задача передо мной стоит. Наверное, целый день сегодня убью, если не несколько дней на решение этой проблемы. В общем, тут вот такие вот заросли. Это большое дерево все высушилось, сгнилое, в таком состоянии, поваленное. Одна ветка придавила собой все, ну, довольно-таки массивная. К сожалению, у меня бензопилы нету, все ручной ножовкой выпиливаю. Держит ее он дерево сливы, по-моему, не знаю, что за дерево, и забор. Все, с этим закончу, пойду туда дальше вглубь. Это я тоже все ветки повыпиливаю, вообще ничего не оставлю. Быть может, посмотрю, если только вот эту вот дальнюю оставлю, ветки попилю, которые мешают проходу. Посмотрим. Дальше предстоит, хочу к тому углу пробраться, там посмотреть, что. Пока возможности такой нету, чтобы туда дойти, ну, из-за зарослей. Буду потихонечку это все разгребать. Но уже когда разгребу, будет третья часть итога по саду. Так что, надеюсь, будет интересно. Ну, до скорой встречи.